Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Потому что, ну, когда ты играешь на ферзе, ты просто прекрасно понимаешь о том, что там будет 3 сборки. Эльфы, инсеки, драконы, маги. Все, и вот так вот слюна. И то можно. Сейчас играет больше. Что сейчас играет больше? Ну, смотри, 3 метовых сборки. Играй на них, все поймешь. Драконы, первая сборка. Почему именно драконы? Потому что под драконов ты можешь очень много чего замутить. Ну, сама суть. Драконы. Драконы маги, драконы боги, боги драконы маги. То есть просто драконы. Вот. Потом. Инсеки. Самая легкая сборка инсеки. И сейчас волшебники эльфы. Через Марси, Керри и ШД. Все. Больше тебе и думать не о чем. Вот такие вот сборочки. Одна игра до ферзя. Но в топ-3 зайдешь, будет твоя. Драконов, магов, эльфов я уже немного освоил. Но вот инсеки вообще не идут. Ну вот, пробы на инсеках, поймешь. Я катку там недавно выпускал с инсеками. У меня даже есть на канале ролик, где там минус 85 чуваку давал. Так что можешь посмотреть. Там, где короткий ролик, 15 минут, а там подробный гайд. Ну а там, где длинная катка, там тоже, по сути, подробный гайд. Можно даже так назвать. А что мы тут видим? Интересную сборку мы тут видим, да? Я дурак, я не то сделал! Щучка. Ладно. Сексуально. Тинкеру 2 звезды. Мне игра прям намекает. Саня, играешь на лустрике сегодня. Я, в принципе, согласен. Поехали. Лустрик так лустрик. Сюда, на. Все. Расслабляемся и наслаждаемся. Пока пообщаюсь с чатиком. Вот когда играешь на лустрике, так классно на стриме, потому что ты можешь пообщаться с чатиком. Просто расслабиться. Дубль 2. Согласен, дубль 2, да, там есть темпларка, поэтому дубль 2 попробуем. Давай Пака Керри. Ух ты шо, Пак Керри. Пак Керри это жестко. Смотрел уже. Ну вот. Там подробно все рассказал. Я просто подробнее даже не знаю, как еще лучше объяснить. Просто пробуй. Все, что я могу сказать. Пробуй, пробуй, пробуй. Ну да, скорее всего, дубль 2 будет, потому что тут как бы есть молодой, горячий. Но не факт, что он получится. Вот вообще серьезно. Я даже, наверное, вот так сделаю. Баф людей продам. Я не буду на бафе людей сидеть. Я подожду 10-й раунд и посмотрю, что мне за реликвия упадет. И от этого я буду уже отталкиваться. Если мне упадет нужная реликвия, это будет прям то, что доктор подписал. Кирипак под 6 богами. Да не, я думаю, под 6 богами он очень слабый персонаж. Боги 2 и 4 отличаются или на обоих левелах одинаковый баф? Нет, там написано, что они стакаются. Сейчас покажу. О, как раз бог пришел. Под заказ. Итак, читаем описание богов.
Уменьшает время восстановления способностей фигур союзников на 30%. На втором уровне также самое написано. Но внизу есть охренительная строчка. Суммируется вместе с несколькими активными эффектами. Стакаются они друг друга. Будет 60, минус 60%. Я вот, кстати, бы Легион Кукири глянул, звучит интересно. Да, но в этой игре, возможно, мне не получится сделать. Там просто Легионку нужно немножко специфично собирать. Короче, возможно, просто не получится. А возможно, я просто отмазываюсь. Просто отмазываюсь, чтобы ее не записывать. Понимаешь? А вот Скорпион не идет, можно на антеках. Что, у кого еще есть вопросики? Давайте, задавайте. Чатик, оживляемся. Я ж не ответил по поводу скилл умения. Скилл это, ну, по сути, да, умение, твой навык и все такое, насколько ты прокачан. То есть ты же скилл качаешь, и, соответственно, когда ты качаешь скилл, он становится намного мощнее у тебя. И вот я называю удачу скиллом, потому что, по сути, в этой игре нету скилла. В этой игре есть только одно — удача. Скилл у тебя только в понимании игры отличается. То есть, если бы здесь были турниры по скиллу в плане, как ты понимаешь игру, какие тонкости и тому подобное знаешь, и как ты на бумаге можешь победить, тогда вообще шикардос было бы. А так, когда они запускают турниры, ну, как минимум, должно быть 3-4 игры в турнире. В финале. Ну, хотя бы 3 игры, но не одна. И вот в финале, когда у тебя 3 игры, тогда ты можешь понять, ну, какой средний процент побед у этих чуваков. Просто понимаешь, мне попадались топ-1 мира и тому подобное, но все зависит от скилла, ну, скилл в скобках. Мне просто так жестко приходило, что там без шансов было. Поэтому в авточес это называется скилл. То есть ты прокачал свои умения для того, чтобы рандомно достать какую-то фигуру себе нужную. Причем, вот как в предыдущей игре, я показал, насколько там скилл у чуваков. Чел на воинах со шлемом Ареса достал 5 легендарок. Просто такой... Ладно. Когда планируешь ходить в ТФТ? Как только у меня будет достаточный уровень понимания игры, так, чтобы я мог хоть что-то вам рассказать, показать и тому подобное, вот тогда я и буду переходить в ТФТ полностью. Потому что пока что сейчас у меня уровень, вот, как я стрим по ТФТ когда-то запускал, вот такой вот у меня уровень. Я вроде бы знаю минимальную базу, но вот чтобы как в авточес быть уверенным в том, что я возьму конкретного героя, и с этим героем я всю игру буду тащить просто без шансов, разваливать всех в пух и прах, у меня нет такой уверенности. Грав я якось в ТФТ, мені не зашло. Ну, понимаешь, она прикольная, она визуально красивая и тому подобное. То есть, мне в целом ТФТ понравилось. Да, я считаю, что ТФТ намного лучше, чем авточес. Чисто из-за того, что там разработчики занимаются своим проектом, они балансят. И каждые 2 месяца у тебя реальный ребаланс игры. А не псевдобаланс, который по итогу ты не юзаешь. Точнее, псевдобаланс, который тупо не работает. Тут один герой, вот антимаг, да, вот, все за него как-то забывают, но есть антимаг, который всю игру просто солит, нечего делать. И его никак не нерфят. ШД. Очень сломанный герой этот ШД. Но так же самая проблема осталась с ШД. Тоже никто не нерфит. Даже не пытаются нерфить. ШД очень сломанный герой сейчас. Я это узнал, ну, я это сказал еще в первые дни ШД. АП левел 57 монет. Я жду. Есть реликвия Жезалкира. Если мне сейчас Жезалкира упадет, зачем мне тут уровень?
ШД это Shadow Demon. Ну это ж новый герой, вот этот жрец-демон. Поехали, детка. Ой, ёп твою мать. Так, ребята, подождите сейчас. Давайте чуть попозже пообщаемся. У меня тут очень важная миссия. А то я уже одного героя скипнул. Плюс бабки раз, плюс бабки два. Поехали. Тинкера еще соберу на сдачу. Friendship is magic. Friendship is magic. Canvas, launch. My sister. Sorry. Wait for my signal and play it by ear. I am inevitable. Ща, ребяточки. Я сейчас чуть позже отвечу, если что, в чатике. Not bad. Помимо этого, тут тоже есть молодой, который на убийца будет катать. Ух, аж луну собрал от счастья. At 4 o'clock. From now on, I'm coming out. I am the Eggman. Friendship is magic. My sister. Wait for my signal and play it by. Oh, magic call. I'm coming out. Barking before my army's might. I have never seen shamelessness taken to such heights. I'll never get a bigger bounty than kid with a straw hat. Strangler vines and deadly nightshade. Aren't they just the cutest? Ну что, погнали. Моргни, если заставили. Что взял из реликвий? Этот, жезл Кира. Я там, если что, выключил вебку на секунду, можете посмотреть. Ролик на 4-м это что? У меня жезл Кира, который дает мне минус 2 уровня. Я поэтому себе собрал однозвездочных героев в 3 звезды. Я сейчас хочу еще... Подожди. А, все, 3 монетки получил. Я еще сейчас вот собрал себе то, что я хочу. Так что вообще сейчас по кайфу. Сейчас все по кайфу будет. Единственное, что мне надо немножко усилить свой стол. Потому что сейчас когда очень грустно все. Все, теперь идем в уровень. Стол у меня хорош. Жезл Кира, он дает минус 2 уровня. То есть ролим мы как на минус 2 уровня. То есть у меня сейчас шанс выпадения как на 2-м уровне, 85%. Можно было бы еще и Тинкера, ну, в комплекте собрать, там было бы по кайфу. Но этого не делал. Гримтач, Леон и волшебники будет имба. Да, можно было бы собрать себе 9 убийц благодаря волшебникам, но я пока так не делал.
Ты говорил про то, что Shadow Devil имба. Так в чем он имба? Урона у него не особо много. Ребята, подождите, у меня кошка выключила второй комп с чатиком. Сейчас я его полюблю очень сильно. И объясню, в чем прикол. Look, a dwarf. Tastes like chicken. Так, стенку я поставил себе. Вот это мы берем, потому что там тоже собирается, если что, челик неприятный. Башер берем, конечно же. Пригодится. Сейчас, секунду. With a broken back. Still barking before my army's might. I have never seen shamelessness taken to Я вернулся. У меня, короче, ну, как вы поняли, как я уже сказал ранее, у меня кошка выключила комп второй. Поэтому я немножко пропадал. Без обид. Теперь отвечу на вопрос по поводу того, что типа Shadow Demon это, ну, Shadow Devil это не имба. Это лютая имба. Посмотри мой ролик, там, где я играл на ТБшке. Ты все прекрасно поймешь, какую посмотришь этот ролик, если не смотрел. А почему ты все время собираешь и продаешь инчу? Это бабки. Это бабки. Сейчас, если найду друида, я тебе покажу почему. Но это бабки, запомни. Это деньги. Деньги. Много денег. Это халявная плюс одна монетка. По поводу сейчас еще ТФТ отвечу, там где писали за то, что один герой типа может разорвать всех и вся. Но, ребят, давайте посмотрим правде в глаза и посмотрим, что в авточест творится по поводу не имбы, на секундочку. В авточест с этим все намного хуже, чем в ТФТ, прям в десятки раз хуже. Тут в целом по балансу хреново все. Так скажи, чем ТФТ отличается? Там все то же самое, кроме того, что и герой на столе может вынести весь стол, твой ответь. Я не могу сейчас утверждать. В авточесе тут все плохо по балансу, по героям и по мете. Тут, ну, целый год тебя может выносить одна и та же мета. Целый год. И ничего с этим делать не будут. Будет имбовые предметы, будет этот имбовый предмет целый год. Вот Shadow Devil, его только выпустили, его должны были нерфануть в те же несколько дней. Это нового героя, вот этого жреца, если что я говорю. Его должны были нерфануть в несколько дней, в первые несколько дней. Тупо должны сразу были моментально лететь, сломя голову и нерфить, потому что это слишком лютый герой. Кстати, кто спрашивал по поводу инчи? Смотрите, видите, у меня сейчас плюс одна монетка. Я апаю одну инчу, 3 монетки, плюс одна монетка сюда в кармашек. Здорово. Так, с этим согласен, с обновой тут хуже, чем в ТФТ. С обновой, с метой, совсем. Предметы есть сломанные, вот на ТБшке, вот, даже не так, я приведу момент. Раньше сломали 6 богов. Когда у 6 богов, ты мог сделать, ну, поставить несколько богов, и у тебя было 0.5 скорость перезарядки. 0.5 скорость перезарядки. И вот эта вот хрень нерфили 3 дня. Прикиньте. О, Винстрик сбил. Когда вот такая вот сломанная хрень и нерфят 3 дня сборку, ну извини меня, это уже ну ни в какие ворота не годится. Первые 3 дня, так первый же день должны были это пофиксить. Потому что за 3 дня столько наиграли игр на 6 богах, что это просто уму непостижимо. Но разработчикам было на это абсолютно насрать.
Я про вот этого героя, если что, говорю. Клевер. Вот. Вот этот новый герой. Кающийся епископ. Это ШД. Он нереально сломанный, тварь. Так вот. Что еще хотел сказать? Да, в принципе, все, что я хотел сказать. А в ТФТ ты каждые 2 месяца... Булка. Нельзя. Говорю, нельзя. Вот мерзость мелкая. Сейчас, ребята, подождите, у меня тут кипиш начинается. На ровном месте. Ух ты. Я возьму Мамору, потому что, может быть, я сейчас достану что-то приятное. Например, по горбу получу пару раз. Так, одну секунду. Короче, у меня тут пушистик пришел, который будет мне мешать, отвлекать от игры. Поэтому, если я где-то что-то откисну, ребят, знаете, это не я виноват. Так, 74 хп, 6 банок, поехали. 20 хп за 6 банок я восстановил. Короче, смотрите, у меня тут, если что, вот такой вот мохнатик. Вот такой. Вот. Ух ты, ошикнуло. Будет отвлекать меня сейчас. Да? Шерстяной. Шерстяной. Ой, как же ты неудобно села. Инкам 40 на 50. Забув уже бачу. Да нет, я специально все делал как надо. Ты меня так это не пугай. Потные типы уже на 8-9 начинаются. 8-9. Но я 8 уже взял себе. Но у пацанов тут тоже нормальные столы. Вопросов не имею к ним. А у меня убийц пока особо не идут. Ну, пойдет пока. Пока пойдет, кстати, я забыл предметы перекинуть. Это уже Некра нашли, окей. Мамору я взял. Я сейчас темпларку нахожусь тупо... Темпларку в Мамору закидываю. Тофа вот сейчас будет себе искать имбу. Это Марси плюс ШД. Я тебя расстрою, но в ТФТ тоже с фиксом много проблем. Да ну вот не скажи, я сколько смотрел всего, сколько сам наиграл. Мне намного комфортнее в ТФТ было. Да, я там много чего не понимаю, скорее всего из-за этого мне комфортно, но, блин. Везде есть мета, как говорится, да? А можно мне убийцы начнут приходить? Я как-то на убийцах хочу играть, а не на воинах. Мне не нравится Тофа. У него слишком жесткий стол. Тофа, предметы не стакаются, если что, братишка. Братишка, Тофа, не стакаются предметы. В эту игру Син? Да, я хочу на убийцах сыграть, попробовать. Снова на темпларочке катануть. И столько уже лиц сломалось ШД от меня. На ладье играют боты. Ну, в основном, да. Я про звание. С ладьи 8-9, там потные типы начинают сидеть. Ну, не скажи, Клевер. Сейчас очень много ботов стало. Даже на ферзе не попадаются. Как минимум, я вот вчера пытался записать контент вечером, когда свет был. То... Сколько-то? 2 бота мне попалось, по-моему. На ферзе. Это вообще кринж. Ой, спасибо за винстрик. Спасибо, Тофа. Уа, я не то сделал. Я не то сделал. Дурак. Воинов сломал себе. Ой, дурак. Ой, дурак. Ладно. И скилл, как ты говоришь, там тоже... Не, ну, блин, давайте так, вот, объективно, чтобы все понимали. Скилл в таких играх, автобатлерах, решает в каждой игре. Каждая игра автобатлер решает только скилл. Все.
Я не говорю, что конкретно авточес с этим, типа, отличается, что у него там вообще лютый дисбаланс. Нет, в авточес просто сломанный баланс. Просто сломанный баланс. Тут, ну, ничего не скажем, просто сломан, все. А так, да, тут тоже решает скилл. Чел может с пандой присумонить несколько минеров. Вот у меня было пару дней назад, что чел присумонил себе 2 минера. Я понимаю, одного присумонит, но он присумонил 2 минеров с панды. 2 раунда подряд, понимаете? Насколько кринжовая ситуация. Чё, вопросы имеются? Имеются вопросы? Вот именно, вот владение навыком, в этом весь рофл. Я называю типа фарт, ну, владение навыком, чтобы так было понятней. А так понятно, что это не то означает. Опа. Ну, это трындец. Там еще и Свен 2 звезды. Ну, там почти Свен. О! Ни хрена себе! Ну, тут ладно, тут он через Мумор мог достать. Серьезно? Ёперный театр. Ой, у меня в Сларке давно мана там лежит вообще. Я и забыл за нее. Ну да, ну да. Ну да. Вопросов не имею ни к нему, ни к нему. Ладно. Поэтому одна игра не показатель мастерства. В одном и том же лобби надо играть каток 5, чтобы выяснить сильнейшего. Согласен. И поэтому турниры нужны делаться как минимум от 3 каток за топ-1. Чтобы вот средние очки там понабирали, допустим, за первое место 8 очков, за второе место 7 очков, за третье 6 очков. И вот тот, кто больше всего очков забрал, тот и топ-1. Потому что так, ну, турниры не проводят, ну, не провести, потому что это все хрень. Объективная хрень. Ой-ой-ой, я его вынес. Сюда, давай мои денежки. Блин, на меня со стороны посмотришь, что такое ощущение, что у меня не в порядке с головой. Вот, я против таких же типов с темпларками играю. Я бы не назвал таких типов ботами. Ну, я имею в виду то, что там 2-3 человека все равно боты. Так это был перформанс все это время. Ну, можно сказать и так, да. То, что, смотри, когда я называю скилл, это означает, что чел просто прокачал настолько свое владение навыком, что он просто на бога рандома непосредственно влияет и забирает все то, что ему надо, начиная от фигур, заканчивая предметами, уровнями и тому подобное. Мне не нравится, что в авточес только, как правило, одна имба. В ТФТ их как 2 минимум. Это минус авточес. Ну, в ТФТ есть одна имба, которая будет тебя... Как это сказать грамотно и без... А вот чел, кстати, прикольно собрал 6 духов. И керрит антимага, кстати. Снес мне винстрик, но керрит антимага, на секундочку. Наконец-то я могу продать ее. Все, мы сейчас наконец-то пойдем в уровень. Все, я беру Мамору. И я жду темпларку. Кстати, если что, давайте подметим. За все это время мне еще ни разу не упала легендарная фигура. Эдингтон, я это не буду говорить, но осуждаю. Ё-моё, прокачал влияние на бога рандома. Вопросов не имею. Ну да. Я вот когда с Марком играю, я надеюсь, Марк тут. У Марка просто, я не знаю, кому он что отдал, но чел разрывает, просто нечего делать. Я, кстати, хочу его закерить, мне кажется, он побольше. Я думаю, нельзя. Ну, типа, не факт, но я на всякий случай сказал. Я просто не помню, надо загуглить. По-моему, не влияет. По-моему. Утверждать не буду.
Это надо гуглить, короче. Кто не знаешь, в Google в помощь. Вот так. Ой, ой, а что такое? Сейчас башики пойдут, посмотрите. Оп, 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 оп. Давай еще, баш, баш. Ну, а, кстати, темпларка не ебается, что? Видите, сколько щит живет? Сколько нам тычек надо? 7 тычек. На. Facing such a famed drone Ну шо, поехали наконец-то на ролем темпларочку. worthy of legend. I am your cloak. А что, так можно было? You dare offer such a crude and laughable play. А что, так можно? Ой, ёб, что я делаю? Prepare to meet your destiny. Doomsday is coming. Теперь смотрите, она у меня не вылупится в 2 звезды быстро. Какой-то закон подлости должен быть. The stars so bent to the Я, короче, из инкама немножко вышел, потому что я пролюбил момент. Арчит. Оу, ну это жестко. Надо горн искать против него. Поэтому поставим горн. Ну, тут еще гоблины есть. Короче, неприятненько. Неприятненько. Не то чтобы грустно, но по сути грустно. Омник в 2 звезды, ну это стабильность. На каком уровне он омника нашел? А, ну на 10-м, ладно. Минус 19. Поехали дальше. Huh? You want to take me to Fallen Phoenix Slope? Эх, спектра не нужна. Ты О, Рики. Рики, Рики, Рики. Рики, Рики, так. Ruler of 1,000 rivers and mountains. All the water tribes of the 4 seas and 8 desolations are Спасибо за лайки, ребят, спасибо большое. Кто тебя убил и почему? Потому что у него омник был, поэтому он меня убил. Потому что мне не хватило урона. Вот все. Вот тварь. Пожалуйста, апнись. Либо приди еще одна темпларка, я тебя просто продам отсюда и все. Plans are set behind the scenes. And victory? Already mine. Long before the first move. Nothing is true. Everything. Something. Возможно, мне 4 ведьмака здесь понадобится против них. Опа, тает. Вот это вкусно. Ну, пока что горн поставим. В горн я верю побольше. Да, фантомку тоже. Ну, я очень надеюсь, что сейчас темпларка пойдет уже в 2 звезды. Она нужна. Да хватит, остановись, пожалуйста, чел. Ну хватит искать легендарки так жестко. Тает в 2 звезды. Пожалуйста, остановись. О, щит 5-го тира. Ого. Вот это у Тофы там стол. У Тофы очень сильный стол. Он меня вынесет, кстати. Если не соберу себе темпларочку. Ты сегодня не планируешь вместе с кем-нибудь играть? Ну, у меня сейчас Тофа в пати. Поэтому пока играю с Тофой. Тофа больно бьется пока что. Инвокер. Инвокер это круто. Но не надо. Вылить, пожалуйста. Bring this to my bodyguards outside. I'm not hungry. It's a pity to throw it away.
Блин, на самом деле мне надо будет героя заменить. Ой, ёпта. Я 4 горна поставил, прикиньте. Но у него 2 хп из плюсов для меня. Сейчас темпларка не вылезет, проверяйте. Ой, я забыл, что у меня Рики есть, кстати. Friendship is magic. Ух ты, вылезла, ничего себе. You like B? Ha! That stinky monkey. So, you're honored to meet the esteemed East. I'm not the little mermaid that turns into bubbles. Вот это у нас потная заруба, конечно, с челами. Чтоб мне всякий безруч сейчас не прилетел. Надо еще, кстати, МКБ будет найти. А еще лучше Омника, кстати, в 2 звезды найти будет. Вообще прекрасно будет. Мне арчит прилетит, скорее всего. Nothing is true. Everything. No matter when and where the sword points, it is I'm Red Fox Gentleman from Mistwood. Glad to meet my fellow Taoists. У него очень сильный Свен. Ой, до свидания, все. Покеда, покеда, отдыхай, отдыхай. Просто... The mind must be conquered before the walls. Ой, Тофа тоже вылетела? От кого ты вылетел, Тофа? Ты, кстати, если что, Клевер, не сможешь со мной поиграть, если у тебя ранга не хватает. The ocean is singing. What's that behind you? It's me. What's that behind you? I want to protect this land of eternal night. Блять, как мне тайт идет. Это жестко. Ну, типа, если у тебя был как король, то ты бы смог бы. Так, ребят, кстати, 35 человек на стриме, на ютубчике. А ну-ка лайков прожмите. Не стесняйтесь, давайте. Спасибо большое за лайки заранее. Давайте, давайте, мне нужны ваши лайки. I want to protect this land of eternal night. Ух ты, ё. Все предметы хороши сейчас, если честно. Taken to such heights. Предпочитаю МКБ, конечно. Тут бесспорно. Говно все предметы. Вот этот предмет вообще самый дерьмовый, который только может быть. Забирай свой слой назад. Есть дерьмовый предмет. Open your third eye and see. Eat. Есть намного дерьмовый предмет. Но смотри, Клевер, если что, то у меня же проблемы со светом, поэтому я не смогу нормально играть, когда это нужно будет. Как же ему по легендаркам там пошло? И второго выкину. Каковы шанс второго выкинуть?
1 хп. Все, я шамана выкинул. Ха! Изди! Даже не почувствовал. Я шучу, на самом деле. Опасно было. Дай мне БКБ. Ну, грех не взять такой-то предмет. Сильный предмет. У него бессмертие. Надо Гриттера, кстати, найти будет. Ой-ой. Победный танец, ребятки. Чисто победный танец. Я вообще в шоке, как вот этому челу на шаманах просто фартило. Вы видите? Вы просто посмотрите на секундочку на его стол. Это ж трындец. Чуваку на втором месте тоже уважение, почтение, но сыграл на дефолтном, по сути, антимагия. Ну, прикольно получилось. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.